Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас любимые наши вверхрастущие ногти, с которыми каждый раз мы с вами боремся, и каждый раз они приходят в таком же состоянии, как будто мы ничего не делали. И так будет всю нашу оставшуюся жизнь, потому что ногти, если они растут вверх, ничего ты с этим не сделаешь. Нужно будет каждый раз, каждую коррекцию их поворачивать в нужную нам сторону. Как, в принципе, и вниз растущие ногти, их тоже нужно каждый раз ставить на место. Так что мы подготавливаем наши ноготочки, как обычно, снимаем основную массу материала с кончика для того, чтобы его опустить. Потом мы на ногтевое ложе выложим основную каплю материала, и за счет этого у нас более-менее визуально выровняется поверхность. Но кроме всего этого, конечно же, нам нужно будет довесить нижние направляющие. На самом деле вот такой вот для вас секретик. Как выглядят ногти относительно руки клиента, строят именно нижние направляющие. То есть, если у нас не хватает кусков нижних, то они смотрятся вверх вздернутыми. Если у нас нижние провисают, то они будут смотреться вниз наклоненными. Мы же тем временем переходим к моделированию. У меня на палитре остался вот этот вот смешанный мною полигель. Этот полигель мы с вами вместе мешали для предыдущей клиентки. Ролик есть на канале, постараюсь оставить на него ссылочку. И именно этим материалом с блестками мы выкладываем наш ноготочек, то есть у нас будет ноготь из блесток. Обратите внимание, довешиваем нижние направляющие, которых нам не хватало. Это обязательное условие для этих ручек. И таким образом моделируем все 10 ногтей, потому что все 10 пальчиков у этой клиентки у нас получаются вздернутые. Теперь, как обычно, переходим к опилу наших ногтей. Как обычно, снимаем основную массу материала лишнего при помощи фрезы. Обратите внимание, опять же, снимаем мы излишки в основном с кончика для того, чтобы выровнять нашу площадочку. Ну а далее допиливаемся пилочкой. Пилочкой нам нужно сделать буквально 2 взмаха. Собрать нижние направляющие, сделать окончательно торец нашего ноготочка и заровнять поверхность после фрезы по арочке нашего ногтя. Далее берем мою любимую волшебную фрезу для выпиливания внутренней арочки и аккуратненько выпиливаем вместе со своим натуральным ногтем. Он нам совершенно не нужен. Далее все выполняют маникюр кто как умеет. Я умею плохо, поэтому очень редко вам это показываю. Хотя пару роликов на канале с маникюром уже все-таки есть. Теперь же покрываем наши ноготочки, покрываем очень приятным сиреневым оттенком, который хорошо будет гармонировать с нашими блесточками, которые мы нанесли на предыдущие пальцы. Ну и поскольку эта клиентка тоже любит блестки с блестками на блестках, мы решили, что мы тот цвет, который нанесли, затрем жемчужным пигментом. Прям в липкость, прям в остаточную липкость цвета натираем пигмент, и получается вот такой вот оттенок. После того, как мы перекроем ноготочки финишем, фиолетовый цвет у нас немножечко проявится сквозь пигмент, и у нас пигмент получится с фиолетовым отливом, будет гармонировать с нашими основными ногтями.
Тем временем мы переходим к росписи. В данном случае будем рисовать мазковые цветочки. Самая быстрая, самая простая техника росписи – это именно мазковые цветы. Рисуем первый ярус наших цветочков, буквально таки накидывая лепесточки. Далее, для того, чтобы сделать их объемными, добавляем, конечно же, тень. Тень у нас всегда находится в серединках наших цветов, поэтому мы туда набрасываем красочку и потом чистой кисточкой растираем по поверхности своих лепесточков. В данном случае следим за тем, чтобы не запачкать полностью все лепестки, то есть все-таки края лепестков должны у нас остаться беленькими, чистенькими. И при этом из серединки у нас должен получиться более-менее плавный переход. Поэтому, если вдруг где-то что-то у нас не получается, берем обезжириватель и снимаем излишки краски обезжиривателем. Далее, после того, как мы просушили все эти моменты, берем и прорисовываем второй уровень лепесточков, наслаивая на предыдущий. Именно благодаря вот этому вот тенежному моменту у нас ярко видно нижний уровень лепестков и верхний уровень лепестков. Получается очень объемный, красивый цветочек. Опять же, лепестки рисуем в мазковой технике, очень быстро стараемся завести их вовнутрь, чтобы они у нас не отрывались от центра цветка, все-таки соединялись в центре. Если вдруг где-то что-то нам не нравится, возвращаемся, дублируем. И, конечно же, нам нужно будет затенить и эти лепестки тоже. Потому что сколько бы уровней у цветочка не было, все равно в центре цветка всегда самая глубокая тень получается. Точно так же растираем нашу теньку по поверхности лепесточка, только оставляем еще больше светлого цвета. Поскольку клиентка у меня любительница блестяшек, серединку цветка делаем из золотых блесточек. Ну а теперь осталось все наше пятнышко прорисовать. Берем белую красочку и прорисовываем по лепесточкам. Обратите внимание, не обводим лепестки по кругу, а даем им буквально какие-то яркие пятна. Дотягиваем кое-где лепесточки до центра. Если вдруг где-то у нас немножечко припачкало, потом это все аккуратненько вытрем. И, конечно же, добавляем композиционных решений. В данном случае вензельными элементами мы забиваем всю оставшуюся часть нашего ноготка. Получается такое себе кружево с цветами. Следим за тем, чтобы хвостики наших вензелей были максимально тоненькие. Чем тоньше будет хвостик, тем изящнее будет выглядеть вензелек. Покрываем наши ноготки финишным покрытием, и в принципе наш дизайн готов. Поверх финишного покрытия мы еще немножечко пробежимся, продублируем прорисовку нашего цветочка для того, чтобы максимально объемно показать верхний ярус лепестков.
Ну и после того, как мы все закончили, клиентка сказала, что ей не хватает вензелей еще и на дополнительных пальчиках, потому что они очень хорошо, красиво выглядят. Поэтому мы решили добавить буквально несколько вензелюшек на соседние пальцы. Итак, вот такой вот дизайн у нас с вами получился. У нас блестят блестки сквозь кружевные вензельные элементы и смотрится очень нежно и потрясающе красиво. Надеюсь, я вас сегодня порадовала чем-то новеньким. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Не забудьте подписаться на канал. Я желаю всем успехов, всем до новых встреч. Пока!